Давненько у нас не появлялись новые челленджи на канале, практически полгода. Что ж, самое время это исправить. И сегодня я попытаюсь пройти Plants vs Zombies, а именно приключения, мини-игры, выживания и пазлы, используя только первые два ряда. Вы вроде как сами о чем-то подобном писали в комментариях, используя первые 4, 3, 5 ряда. Но блин, это же легко будет. О чем люди, которые это предлагали, и напишут. Я-то вас знаю. А вот два ряда смотрятся поинтереснее. Давайте играть. Прозвучит странно, но первые уровни уж точно посложнее будут в будущих. Лопаты нет, а потому подсолнухи явно не стоит ставить. Заговорили они, а вот и она. Наверное, первый челлендж на моем канале, где ее по-настоящему много придется использовать. Ну и даже соглашусь сейчас с Дэйвом. Вообще горохострелы офигели стоять там, где они стоят. Давайте или переползайте сюда, ну или я вас вскапываю. Выбор ваш. Боулинг, кстати, ни капельку не усложнился. Типа какая разница кидать со второго ряда или с третьего. Только лишь момент мисклика заставил начать этот уровень заново. Вот, кстати, и тот, кого нам стоит опасаться. Зомби с шестом. Под ноги ему в начале его пути ничего не поставить. А одинарный горохострел, поставленный на первых рядах, не успевает его уничтожить. Вскоре пополам удалось его пройти, но потеряв газонокосилку. Радует, что больше такому точно не повторится, ведь теперь-то у нас есть ледяной горохострел. Дела с ним пошли в разы лучше. Зомби с ведром. Ну вроде как два горохострела даже ледяных не успевает с тобой справиться. Так что то, что у нас появилось растение под названием Чомпер, нам сейчас пригодится. Двойной горохострел. Вот и то, что позволит легко справиться с зомби с ведром. Уровень 1.10. Ой, блин. Про такие уровни я даже и не подумал, когда придумал этот челлендж. Сейчас посмотрим, выйдет ли что-то у нас. Да, вышло. Спасибо вишням. В победе по большей части только их заслуга. Ночь. Ну что сказать, сложновато. Заставить все бесплатными крипами, как в других челленджах, не выйдет, к сожалению. Ледяной горох опять зарешал. Только вот глупо было изначально вскапывать то, что дает солнце. Логичнее будет скапывать сперва крипы и ставить на их месте двойной или ледяной. Так и буду делать. А вот теперь и ледяные моно. Тактика на прохождение ночи придумана. Забудьте. Где там эти дымокрипы? Придется их брать, блин. 7 слот. Ну вообще я планировал купить улучшения там на подсолнух или горохострел потом. Но вообще куда ж я эти улучшения потом возьму? Так что окей, давай. А вот это я считаю бред какой-то. Нужно будет не только быстро ставить дыма, так еще и ледяных, иначе мы проиграем. Солнца прям впритык хватило. Уровень 2.5, а вернее мини-игра, где собственно ничего сложного, если уметь быстро кликать. Тот, кто снился мне в ночных кошмарах, наконец появился. Благо, хоть этот челлендж один из немногих, где тебя можно спокойно взорвать, подорвать, загипнотизировать и еще кучу чего сделать. Уровень 2.7, по сути тот же уровень 2.6, только к серверу еще зомби с деревьев присоединился. Следующий левел. Даже не знаю, что сказать, но диско зомби появился, гриб судьбы дали. Только он для нас useless. Лишать себя клеток, если так небольшого количества их, в нашем случае не лучшая затея. Опять уровень с непонятками. Зачастую я его проходил, ставя грибы судьбы, выкатывающиеся из этой линии. А сейчас их использовать, ну вы понимаете. Позже еще и слоты забьются сейчас. Можно еще больше могилоедов. Ура! Кое-как уже под конец спамя грибом судьбы я прошел. И что меня радует еще больше, так это переход на локацию бассейн. И как мы знаем, не 5, а 6 линий. Солнце будет в разы легче фармить, ведь те же зомби на воду идут перед началом первой волны. Достаточно много времени пофармить, правда? А насчет тактики я вообще не запаривался, она как в начале прям. Тут горохострелы подобные, тройные в этом плане получше двойного будут. А сзади ледяной, чтобы всех замедлять. А вот при появлении зомби с трубкой, да, сам удивлен, он именно так называется, не какой-нибудь там подводник, аквалангист, как я думал. Пришлось вносить изменения в тактику. На эти клетки ставить джемперов я посчитал лучшим вариантом. И тут я просчитался. Их постоянно сжирают зомби, а солнце все меньше, меньше и меньше. Короче, возьму орех и не буду париться.
Уровень 3.5. Снова мини-игра и снова вишневая помпа затащила своим присутствием зомбони. Ну смотрите, у меня уже приобретен варик, как его побеждать. Не уверен, что выйдет хоть парочку таких посадить, но попробовать стоит. Ух, все вышло идеально. Шипы не надо нам, МП крахомет на воде поставить, а то там все плачевно. Зачистка произошла успешно. Найс, пенек. Наша боевая мощь сейчас вырастет в разы, точнее в 2 раза. Вопрос, конечно, что с дельфином и его зомби делать. Давайте с самого начала укреплять воду. Посмотрим, хватит ли крахомета плюс пня. Хоба, отлично. Хоть впритык, но урона хватает. Оу, я и не думал, что их сразу двое может на скорости света к нам поплыть. Так еще и горошины мимо его башки летят. Мдэм, столько приколов с хитбоксом в ПВЗ, но именно в данном случае он работает как нужно. Окей, будем все же вместо пнев ставить на воде большие стены-орехи. С ними никто ничего не перепрыгнет, а тем более не съест. Уровень 3.10, скажу так, я вообще ни в чем не уверен, но терять нечего, попробовать определенно стоит. Тем более, что для данной ситуации одна фича будет очень даже кстати. Заключается она в том, что поставив пень на соседней линии с тройным крахострелом, то верхняя или нижняя крошина, вылетающая из него, будет поджигаться. Не знаю, чем вам данный прикол в обычной игре поможет, но мне вот он помог пройти данный уровень, то есть дав возможность перейти на локацию Туман. Зомби с конусом. Что же ему можно противопоставить изначально? Может, труса крипу хватит смелости? Не, ладно. Буду пытаться изначально успеть накопить на ледяной крахострел. Фух. Фонарь. Ну вряд ли он что-то осветит в тумане, если я его посажу туда, куда могу по челленджу. Изменений, как вы могли заметить, почти не произошло, только кактус высел ради интереса, да и по большей части, чтобы газонокосилки сохранить, то бишь ради монеток. Ведь, как вы уже отлично знаете по прошлым челленджам, одни газонокосилки небольшой удачи хватает, чтобы справиться с зомби на шарике. Эх, вот бы на это или это накопить. Уровень 4.5. Фазобой. И он прошелся даже легче, чем я думал. Кроты. Жрать первый ряд как ни крути, они успевать точно будут. Даже со звездами на воде не успевает. Вообще я могу уже купить мракогриб, только вот кротов уже нет. Смысл? Уровень 4.9. Наверное, пока наисложнейшим в данном прохождении. Зомби с ветром, бога зомби, зомби на шарике делали свое дело. Последний уровень в тумане, и благодаря тыквам и ветродуе, которые дают ПКД, сложностей вообще не возникло. 2 ряда звездоплодов в тыкве и все найс. Вот мы и на крыше. Думаю, время пришло купить двойной подсолнух. И даже не знаю, что комментировать. Первые 4 уровня по своему геймплею одинаковые. Вначале Farm Zones, потом превращение всех подсолнухов в катапульты, укрепляя попутно все тыквами. Левел 5.5. На мое удивление, 2 рядов хватило, чтобы его пройти. Но не без помощи вишни, конечно. Капульта тачка. Ух, как круто. Ведь нормально пока разобраться с ней только перец может суметь. Очень не хочется мне лепить пальму в несчастные 2 ряда, да и наверное не буду. Опять же перец нам в помощь. Уровень 5.8. Практически то же самое могу сказать насчет Гаргантюа. Без саппорт растения по типу кабачка этот челлендж был бы невозможным. Ну и наконец, что-то стоящее, на что можно копить солнце, а не спешить выкапывать подсолнухи изначально. Арбуз. Фух, вот мы и добрались к боссу, которого побеждаем по старинке, мог бы я сказать, но нет. Прикол с ламокосилками здесь не сработает, ведь я их, если не заметили, не покупал так же, как и водяные. Вот сейчас, спустя столько челленджей, прохождение босса мне было действительно интересным, и даже сложным, возможно, немного. Приключения пройдены. Как мы смогли понять, пройти игру, используя только первые 2 ряда, можно. Но можно ли пройти все остальное с данным челленджем и тем самым получить золотой подсолнух? Давайте посмотрим. Думаю, традициям не стоит изменять, поэтому на очереди у нас мини-игры. Самботания. И на деле не все так уж и сложно. Даже у 2 маленьких грибочков удается выстоять, хоть и не без помощи кабачка и защиты тыквы. Боулинг.
Типа какая разница кидать со второго ряда или с третьего. Поэтому игровой автомат. Как вы возможно помните, его хоть и с долгими мучениями, но я прошел без подсолнухов. А сейчас-то мы даже целую линию можем их выставить. Найс. Тощий семян. Я крайне удивлен. Уж не думал, что 2 рядов действительно хватит для ее прохождения. Причем легкого на протяжении 4 волн прохождения. Может, не стоило ее так высоко ставить? Бегулет. Мне я старался двигать растения только на этих 2 рядах. Почему старался? Да потому что я понятия не имею, что делать, когда вариантов сбора тут нет. И солнца на реролл тоже нет. Поэтому в таких случаях приходилось затрагивать растения на других клетках. Как-то так. Следующая мини-игра у нас, где зомби невидимые, кто вдруг не знал, кстати. И причем настолько, что в моем рейтинге мини-игр про нее и слова сказано не было. Зато она как-то в самом верху оказалась. Странно. Как такое произошло, я без понятия. Но и отрицать то, что она сложная, глупо. Из растений у нас вот это, а из зомби у нас вот это, одетая в плащи невидимки. То бишь уже понятно, насколько она сложная. Наверное, если не кабачок, шансы пройти с 2 рядами были приблизительно такими. Собери звезд зомби-аквариум. Если предположить, что это все поляна, то вот как раз в этой зоне и будут 2 ряда. Как-то так. Большие проблемы, маленькие зомбу. Ну что сказать, ее мы прошли в приключении, значит и тут выйдет. Portal Combat. Ужаснейшая мини-игра для этого челленджа, да и вообще в целом. Серьезно, как же бесит видеть, как зомби с конца тэпается сразу к твоим мозгам. И ведь даже сделать ничего нельзя, вещи практически не дают. Фух, было сложно. Ой, нет. Давайте сразу ваши предположения, если я и прошел, то благодаря какому растению. Не знаю, что вы выбрали, но это перец. Единственное обидно, что с первой попытки не удалось пройти, вот прям реально секунда зарешала. Удачи на бобслее, скажу так. Помните вот этот ролик? Ну так вот, тактика приблизительно такая же, только легче стало. Зомби шустрый, зомби быстрый. Ну вот прям Ctrl-C, Ctrl-V тактики с прошлой мини-игры. Отличий 0. 0. Следующая мини-игра «Бить зомби». Даже сказать-то и нечего про нее, делаю то, что просит в названии мини-игра. Last Stand. 5000 солнц на 2 ряда, но я смогу всех их потратить. Тыква, арбузы, кошки и грибы, больше ничего и не нужно. Самботания 2. И как же хорошо, что она на воде. Один факт того, что можно поставить в уровне кошка-камыш, очень сильно его улегчает. Блин, вот почему нету горшков с водой? В Science же есть подобные, например, что мешало их в геймплей добавить. Боулинг 2. Надеюсь, вы не забыли мои слова. Предпоследняя мини-игра у нас по копайте. Ну смотрите, ряд арбузов, ледяных, и можно идти там чай, например, пить. Они уже совсем справятся. И последняя, месть доктора Зомбоса. Ничем не отличается от нее мести, поэтому можно приступить к этому или этому. Ну давайте выживание. Выживание день. Примерную тактику я у себя в голове уже представляю, да и если посмотреть, как я некоторые мини-игры проходил, возможно, какая она будет, уже понятно. А, блин, футболисты. Ряд мракогрибов или магниты? Как лучше будет? Ну, пусть будут магниты. Хз, все равно пройдем. Да. Выживание теперь на ночь. Я даже не знаю, будет очень, реально, как видите, очень сложно как-то нафармить солнце на что-то. Точно, зачем эти арбузы на первых волнах? Можно же 2 мракогриба влепить и нормально. А потом уже и арбузы, как-то так. Настала очередь выживания на бассейне, точнее на самой легкой локации. Кошка-камыши, спасибо, что дали почилить. А вот и туман появился, но все же так же легко, только на мое удивление капульта тачки не в хард выживании поехали. Даже пальму взять пришлось на 3-й волне. Ну и крыша, тактика хотела бы сказать, что опять никак особо не отличается, но тут-то она и отличилась. С середины мракогрибы пришлось убрать и влепить пальмы. Благо сложности не появились в связи с этим. Начинается выживание хард. Что ж, если их выйдет с 2 рядами пройти, это будет смешно. Оп-оп-оп, вот и гаргантюа. Наверное, в особенности перец с редогрибом будут крайне эффективны против него. Но как, чтобы их восставить, все же вскапывать нужно будет что-то. Хотя бы на фармленных солнц хватило сполна. Фух. Ночь. Происходящее почти в точь-точь, как и на дне.
выживания. Тактика, идущие зомби, те же Гаргантюа, ну и то, что мы прошли. Выживание Харт на бассейне и тумане даже прокомментировать не могу, все очень-очень легко. В каком месте оно Харт? И наконец-то, выживание, которое действительно отвечает своему названию. И то, первые 8 волн все было отлично, а вот уже в моменте до победы зомби реально задушили. Капульта тачки, бога зомби, летуны и Гаргантюа. Хуже спавна я даже представить не могу. Благо со второй попытки все прошло как по маслу, выживание пройдены. Ух, ну и остались пазлы. Вазобой. Не знаю, насколько реально это будет, но давайте попробуем. Ну пока все. Да, все. Гребаный диско-зомбу. Чтобы пройти этот уровень, нужно идеально все сделать. То бишь, чтобы наряду с диско-зомби был зомби с ведром, которого нужно загипнотизировать. Иначе никак. Да-да-да, именно так. Идеально. Куда мне эти перевертыши ставить? Скайри Поттер. Вот и еще один момент, когда фишка с пнем и тройным крахострелом пригодилась. Вот и вазобой пройден. Оказалось все уж очень легко. Даже Гаргантюа сложности не представил. Пара кубочков и его нету. Осталось пройти я зомби. И верно понимаю, мне просто по-обычному его пройти. Ну ладно. Что ж, время ответить на вопрос, возможно ли пройти все, что тут написано, используя два ряда и тем самым получить золотой подсолнух. Но могу сказать, что определенно да. Уж не пишите про меня игру собрать звезду, пожалуйста. Надеюсь, ролик вам понравился. Был бы очень признателен, если бы вы зашли в мой телеграм-канал. Ну и всем пока.